188-я серия на связи. Хань Ли снова докажет, что честный бой для глупцов. Настоящий мастер незаметно подсыплет яд, заберет весь лут и сделает вид, что его тут не было. Устраивайтесь поудобнее, но держите руку на талисмане побега. В мире Хань Ли любая внезапная щедрость – это гарантированная ловушка. Важная новость. Я вернул к жизни свой старый канал, там библиотека из более чем 15 тысяч серий. Ссылка на него есть в нашем телеграм-чате. Кстати, о чате. Пока там тишина, как в пещере после визита Хань Ли. Давайте оживлять общение, заходите. Ссылка в описании. Прежде чем начнем, спасибо тем, кто уже на бусте. Вы хранители канала, ваша помощь реально ускоряет выход видео. Для тех, кто думает, ловите момент. Пока цена подписки всего 50 рублей. Но расходы на контент растут, и скоро она сравняется с ценой хорошей шаурмы. Согласитесь, шаурма насытит на пару часов, а ранние доступы и эксклюзивы будут питать душу до самого бессмертия. Ссылка на разовый донат и вся информация в описании. Ну а теперь погнали разбираться. Тропа разделилась надвое. Старик Ма свернул в сторону, а молодая женщина повела Хань Ли к небольшому зданию среди серых камней, где было тихо, только далеко внизу гудела защитная формация. «Старший Хань, ученикам низкого ранга вход сюда запрещен», — сказала она, указывая на дверь. «Для медитации лучшего места не найти. Вы можете спокойно отдохнуть здесь». «Неплохо». Хань Ли обвел взглядом простые стены и удовлетворенно кивнул. Женщина не ушла сразу, помедлила на пороге и, наконец, решилась. «Старший, а как поживает старшая боевая сестра Нэ Инь? Я уже очень давно ее не видела». Хань Ли задумчиво посмотрел на девушку и спросил. «Ты знакома с леди Нэ?» Эту женщину он видел впервые, но ее лицо казалось смутно знакомым. Под его взглядом она смутилась и опустила голову. «Я попала в док трансформации сабли по рекомендации старшей боевой сестры Нэ», — объяснила она. «Как я могла бы не быть с ней знакома?» «Инин? Ли Инин?» Вырвалась у Хань Ли, прежде чем он успел себя остановить. Женщина резко подняла голову с изумлением в глазах. «Вы уже слышали это имя раньше?» Хань Ли не ответил, лишь глубоко вздохнул и спросил совсем другое. «Как звали твою мать? И в какой стране она родилась?» Ли Инин заколебалась, но все же решилась. Мою мать звали Мо Юйджу. Она была родом из государства Юэ. Тихо произнесла она. Почему старший спрашивает об этом? Хань Ли помолчал и негромко спросил. «У тебя еще сохранился нефритовый проходной духовный кулон?» Да, он у меня. Он со мной с самого детства. Женщина покраснела и достала из-за пазухи белый нефритовый кулон, теплый от долгого ношения. Хань Ли поманил его рукой, кулон метнулся к нему, и лицо старейшины стало непроницаемым. «Ты ведь и сама понимаешь, кто я», — сказал он через некоторое время. «Что твоя мать говорила обо мне?» В ее чертах жило сходство с Мо Юйджу. Не так красиво, но отголоски материнской красоты сохранились. Ли Иннин смущенно пробормотала, глядя себе под ноги. «Мать говорила о вас немного. Я знала только, что у нее был близкий друг, который поздравил меня, когда я стала культиватором». Она перевела дыхание и продолжила увереннее. «Войдя в мир культивации, я несколько раз пыталась разыскать его по этому кулону, но так ничего и не нашла. Я и подумать не могла, что кулон моей матери дали вы, ведь вы – старейшина секты дрейфующего облака». Хань Ли почесал нос и усмехнулся. «Я вступил в секту дрейфующего облака всего несколько лет назад, а до этого я долгое время не мог оставаться в государстве Юэ, так что неудивительно, что ты обо мне ничего не слышала». Он окинул ее взглядом и добавил. «А вот как ты попала в док трансформации сабли? Я бы совершенно не удивился, если бы ты оказалась в секте контроля над призраками». Ли Инин удивленно заморгала. «Почему вы не удивились бы, стань я ученицей секты контроля над призраками?» Теперь удивился уже Хань Ли. «А ты разве ничего не знаешь о своем отце?» Лицо женщины помрачнело. Улыбка ее вышла вымученной. «Об отце я знаю совсем мало. Помню только, что дед и отец рано умерли, а я осталась с матерью. Мы вдвоем покинули государство Юэ и долго скитались, пока не добрались наконец до земель Союза 9 наций». Хань Ли кивнул, словно все сложилось в цельную картину. «Вот, значит, как. Похоже, твои отец и мать попали под перекрестный огонь внутренней борьбы дьявольского Дао. В итоге власть над государством Юэ захватила секта духовного призрака, а вовсе не секта контроля над призраками».
Внутренней борьбы дьявольского Дао? Женщина явно не понимала, о чем идет речь. Хань Ли не стал продолжать, вернул кулон и тепло улыбнулся. «Этот кулон был с тобой столько лет. Разумеется, я не стану его забирать. До того, как я вошел в мир бессмертной культивации, я был старшим боевым братом твоей матери. Можешь звать меня боевым старшим ханом». Услышанное не укладывалось у нее в голове, но потом она звонко выпалила: «Боевой старший хань?» Хань Ли улыбнулся и взмахнул рукавом. В ее ладони опустились 2 нефритовые бутылочки. «Раз ты назвала меня боевым старшим, я не могу оставить это без внимания. Здесь 2 бутылки лекарственных пилюль. Они весьма полезны, когда упираешься в узкое место на стадии формирования ядра». «Большое спасибо, боевой старший». Женщина приняла бутылочки, и в ее голосе звучала неподдельная искренность. «А какое у тебя магическое сокровище?» — вдруг спросил Хань Ли. «Уж не та ли летающая сабля, на которой ты прилетела?» Ли Инин ответила слегка озадаченно. «Да, это мое магическое сокровище. Летающая сабля выкована из высокопрочного огненного железа и кристалла глубокого цветения. Она довольно сильна». Хань Ли покачал головой. «Будь сейчас мирное время, такой сабли тебе бы хватило. Но теперь, когда тебе придется сражаться с воинами-заклинателями, полагаться на нее слишком опасно». Ли Иннин беспомощно развела руками. «Даже если боевой старший подарит мне другое магическое сокровище, у меня попросту нет времени, чтобы его усовершенствовать». Хань Ли хмыкнул и хлопнул по сумке для духовных зверей. Наружу вырвался рой черных прожорливых жуков и развернулся облаком в 3 метра шириной. Часть роя отделилась, накрытая лазурной печатью заклинания, и золотые прожорливые жуки стянулись в шарик размером с большой палец, переливающийся черным, серебристым и золотым. Шарик упал ему в ладонь, и он подбросил его женщине. «Держи, этих насекомых я усовершенствовал особым образом. Когда столкнешься с врагом, просто брось его, он спасет тебе жизнь». Ли Инин ошеломленно смотрела то на шарик, то на Хань Ли. «Большое спасибо за вашу огромную доброту, боевой старший хань», — наконец выговорила она. «Хорошо, теперь можешь идти, я хочу отдохнуть». Хань Ли повел рукой, и остальное облако насекомых втянулось в сумку. «Хорошего отдыха, боевой старший хань», — ласково проговорила Ли Инин у дверей. «Как только армия воинов-заклинателей подойдет, я сообщу вам лично». Хань Ли сидел, скрестив ноги, в комнате для медитации. Из его тела исходило лазурное сияние, а над руками, сложенными в жест заклинания, колебался шарик фиолетового пламени размером с яйцо. Это пламя он создал, соединив небесное ледяное пламя с ледяной ци шестикрылой ледяной многоножки. Самая смертоносная техника в его арсенале. Он вывел его, усовершенствовав уголек небесного ледяного пламени, и, чтобы отличать от священного пламени Асуры, назвал высшим пурпурным пламенем. Хань Ли был убежден, если пламя коснется даже культиватора поздней стадии зарождающейся души, тот не устоит. Беда была лишь в том, что огня набиралось слишком мало. За его спиной удивленно щелкнула языком серебряная луна. «Поздравляю, мастер, я недооценивала высшее пурпурное пламя. Оно оказалось куда мощнее, и его потенциал еще только предстоит раскрыть». Хань Ли молча улыбнулся, обратил пламя в обычный огонь, втянул его в себя и открыл глаза. Пламя и правда мощное, но его слишком мало, чтобы полагаться на него всерьез. «Больше всего я надеюсь, что сумею открыть небесный котел». Он помолчал и добавил: «Если то, что ты рассказывала об этом божественном духовном сокровище, правда, то я смогу подняться над всем небесным южным регионом и получить настоящую силу, такую, при которой мне уже не о чем будет беспокоиться». Серебряная луна сладко усмехнулась. «Не волнуйтесь, мастер. Небесный котел силен ровно настолько, как я говорила, а может быть и сильнее». Хань Ли кивнул и хотел сказать что-то еще, но в комнату влетела полоска белого света и раздался звонкий голос Иннин. «Боевой старший хань, скорее в главный зал! Старший Ма вернулся, и Моулане вот-вот нагрянут!» Полоска света исчезла. Лицо Хань Ли стало угрюмым, и он вылетел следом. В главном зале уже были Гу Шуанпу, старик Ма и крупный лысый мужчина, а рядом горбатый человек в расшитой одежде с мертвенно-бледным лицом и еще 2 культиваторов формирования ядра сверх прежних 4. Лысый мужчина выдавил из себя улыбку.
Это господин Даосист Хань. Позвольте представить. Это господин Бу Юньхе из Долины Небесного Вала. Господин Даосист Бу, а это господин Даосист Хань из секты Дрейфующего облака. Настроение Хань Ли упало. Если люди из Долины Небесного Вала бегут сюда, дело хуже, чем он думал. Я наслышан о вашей репутации от брата Лу, господин Даосист Бу. Рад, что вам удалось вернуться живым. Бу Юньхе, уже предупрежденный о нем, не удивился его молодому виду и горько улыбнулся. Прошу прощения за прежнее предубеждение. Я сумел уйти от гибели только благодаря помощи даосиста Ма. Он благодарно повернулся к старику Ма. Тот усмехнулся и махнул рукой. Пустяки. Хотя странно другое. Преследователи отступили прежде, чем я успел хотя бы толком проверить свое древнее сокровище. Очень странно. Ваше древнее сокровище обладает поистине удивительной силой, с волнением сказал Бу Юньхе. Те, кто гнался за нами, не захотели с ним даже связываться. Они не были уверены в победе. Он перевел дыхание, и лицо его помрачнело. Но, должен сказать, нынешнее вторжение Моуланей совсем не похоже на прежнее. Мало того, что воины-заклинатели подготовлены куда лучше, их поддерживают древние свирепые звери. Эти твари невероятно огромны, с толстой шкурой и боевой броней, и на их телах установлены самые разные ограничительные заклинания. Когда такие существа начинают атаку, закончил он, разрушение Великой Формации становится лишь вопросом времени. На лице Хань Ли появилось странное выражение. Вы хотите сказать, что даже несколько культиваторов зарождающейся души не смогут убить этих зверей? Он знал, что армия ведет зверей, но не думал, что они настолько грозны. Лицо Бу Юньхе смягчилось. Полным ударом своего магического сокровища я сумел ранить одного зверя, но на меня тут же насели двое высокоранговых воинов-заклинателей, и я не успел добить его прежде, чем он проломил Великую Формацию. Впрочем, господину Лу будет проще удержать здешнюю формацию вместе с господином Ма и остальными. Она не должна пасть так же легко, как пала Долина Небесного Вала. Гу Шуанпу мрачно спросил. «Господин Даосист Бу, сколько в этой армии воинов-заклинателей уровня мудреца?» Если их немного, Сил 5 культиваторов зарождающейся души должно хватить, чтобы сковать их. Даже если мы не сможем убить одного-двух из тех, что равны зарождающейся душе, мы хотя бы сумеем их ранить. Бу Юньхе тяжело вздохнул. Боюсь, мне придется разочаровать брата Гу. Помимо двух мудрецов, я видел одного из тех странных воинов-заклинателей, о которых уже ходят слухи. Он не нападал, но все его тело было окутано крайне необычной аурой. Похоже, он прошел через какое-то превращение. «Больше того», — добавил он, Я подозреваю, что в их армии прячутся и другие высокоранговые бойцы. Крупный лысый мужчина кивнул. Значит, нам еще предстоит понять, скрывают ли они свою настоящую силу. Если враг окажется слишком силен, придется затаскивать их в Великую Формацию. В любом случае, наша главная цель – тянуть время. Гу Шуанпу нахмурился, но настаивать не стал. Хань Ли и старик Ма тоже не возражали. Чон Сю Цзы проводил Бу Юньхе в комнату для медитации, а прибывших включили в гарнизон. Хань Ли же не мог забыть слова лысого мужчины. Союз 9 наций поставил его сюда явно не просто так. И тут издалека донесся грохот, эхом расходившийся по всей горе. Лица всех в зале переменились, а взгляд старика Ма сделался ледяным. Похоже, Моула не пришли. Они отстали от нас всего на шаг. Лысый мужчина обвел взглядом 3 культиваторов зарождающейся души. Ничего страшного. Сначала проверим, есть ли в их армии по-настоящему грозные фигуры. Придется вас побеспокоить, господа даосисты. Затем он повернулся к культиваторам формирования ядра, прибывшим с Бу Юньхе. Вы двое пойдете с нами. Вы уже сражались с ними и знаете об их подлых приемах. Сможете вовремя предупредить. У одного были густые брови и смуглая кожа, у второго – вытянутое лошадиное лицо. Оба молча кивнули. Хань Ли долго смотрел в сторону грохота. С юга к горе Желтого Дракона шло огромное войско. Ровный строй заполнил весь горизонт, скользя над зеленым туманом. Впереди бок о бок летели больше дюжины фигур, чьи тела мерцали странной световой аурой. Высокоранговые воины-заклинатели Моуланей. 3 притягивали взгляд сильнее прочих. Один окутан красным светом, и вокруг него велась злобная огненная змея.
Второй – высокий морщинистый человек, худой так, что его будто унесет ветром. Третий – в черном с закрытым лицом. Из тела черной фигуры сочилась темная демоническая ци, а из ауры доносились призрачные вопли. Двое воинов-заклинателей сопровождали его, но сам он держался в стороне, будто не принадлежал армии. Двое воинов-заклинателей рядом с черной фигурой обсуждали, как проломить формацию. Закончив, высокий морщинистый культиватор возник перед ней по вспышке лазурного света. «Господин Плач Небес, начинаем?» Эта великая формация выглядит куда мощнее предыдущей. Я слышал, там несколько культиваторов зарождающейся души. Боюсь, дело затянется надолго. Нам незачем бить первыми. Воин-заклинатель в черном покачал головой. Они сами решили выйти. Сперва посмотрим, насколько сильны эти культиваторы, а потом решим, что делать. Морщинистый воин-заклинатель взглянул вниз. И правда, зеленый туман поднялся и разошелся надвое. Оттуда вырвались 7 полос света, 5 культиваторов зарождающейся души и 2 культиваторов формирования ядра, человек из долины Небесного Вала и Чун Сюцзы. Хань Ли окинул взглядом армию. Его внимание приковала черная фигура, но он безотчетно отвел взгляд. Она сразу напомнила ему костяного мудреца, Сяо Ча. Неужели это тоже культиватор призрачного Дао? Сердце Хань Ли дрогнуло, и он стал куда бдительнее. Форма костяного мудреца была сгустком иньской и призрачной ци, но в ауре этой фигуры чувствовалось что-то иное, и Хань Ли не понимал, что именно. Воин-заклинатель, вокруг которого вился огненный питон, превратился в шар света и рванул к культиваторам. Те холодно наблюдали. В одиночку напасть он бы не посмел, если только не искал смерти. Шар остановился метрах в 20, и от него шел такой жар, что культиваторы насторожились. В пламени проступил силуэт, и раздался голос. «Я – великий мудрец из племени огня, Ку Яо. Раз вы вышли, значит, хотите проверить наши навыки. Как будем состязаться? 1 на 1 или сойдемся все разом?» Лысый мужчина посмотрел на огненный шар и ответил ледяным голосом. 1 на 1. Пусть небеса решат, кто останется жив. Из огненного шара раздался дикий хохот Куяо. Прекрасно. Именно этого я и хотел. Я буду вашим первым противником. Пусть кто-нибудь выйдет вперед. Культиваторы пришли в ярость, но мрачнее всех стал старик Ма. Он обратился в полоску белого света и рванул вперед. Лысый мужчина помедлил, но останавливать не стал. Он и сам не знал, кто из них сильнее. Куяо отлетел назад, и оба остановились ровно посередине между армией и зеленым туманом. Лысый мужчина обернулся к культиватору с лошадиным лицом. На что способен этот мудрец Моулани? Есть ли у него какие-то особые техники? Тот ответил с глухим негодованием на лице. Его техники огненного элемента невероятно мощны. Особенно проворен пламенный питон, от него почти невозможно защититься. Другого культиватора формирования ядра из долины Небесного Вала этот питон обратил в пепел, едва коснувшись. «Вот как!» Лысый мужчина отвернулся и обратился к Гу Шуанпу. «Брат Гу, если я правильно помню, великое праведное искусство Великого Павильона невосприимчиво к жару и пламени. Неважно, призрак это или злой дух». Гу Шуанпу ответил с сомнением в глазах. «Трудно сказать. Против обычной техники огненного элемента великое праведное искусство справится без проблем. Но против техник воинов-заклинателей, использующих 3 сущности духовного пламени, оно бесполезно». Он помолчал и добавил. «И все-таки старик Ма подходит для этого боя лучше любого из нас. Даже если великое праведное искусство не выстоит против пламени, оно выдержит его дьявольское влияние. О внутренних демонах беспокоиться не придется». Лысый мужчина приободрился. Хань Ли тем временем разглядывал огненного питона, и вдруг сердце его дрогнуло. Глаза вспыхнули синим, а на лице появилось странное выражение. Старик Ма сложил руки в жест заклинания, и тело его покрылось белым сиянием. Он выплюнул пятнышко серебряного света с грецкий орех, и оно вытянулось на несколько метров, засверкало тысячами огней и издало клич, похожий на крик священного феникса. Ку Яо равнодушно взглянул на старика, не двинувшись с места, лишь усмехнулся краем губ. Эта усмешка взбесила старика Ма. Он фыркнул и решил ударить первым. И тут услышал слабую голосовую передачу и с недоумением оглянулся на Хань Ли.
Хань Ли осторожно улыбнулся в ответ. Старик снова взглянул на Куяо с изумлением и сомнением, и лицо его переменилось. «Этот твой питон – необычный духовный зверь», – угрюмо произнес он. Куяо помолчал, а затем усмехнулся. Похоже, ты кое-что в этом смыслишь. Мой огненный питон соткан из огненного духа. С духовным зверем его и сравнивать нечего». Питон вспыхнул и метнулся в небо. Из головы вырос рог, из тела вытянулись когтистые лапы. Перед ними был огненный водяной дракон со сверкающей алой чешуей, яростно закруживший над головой Куяо. «Трансформированный огненный дух!» – невольно вскрикнул лысый мужчина. Лицо Гу Шуанпу стало мрачным. У старика Ма сердце ушло в пятки. Преобразовывать огненных духов обычному воину-заклинателю зарождающейся души не под силу. Его ждала жестокая битва, и он отбросил план биться лишь на 70% сил. Он взмахнул рукавом, выпустив предмет, сверкавший радужным светом, и тот замер над его головой. И культиваторы, и воины-заклинатели уставились на него с любопытством. Такое сокровище – вещь исключительная. Это был тонкий круглый свиток длиной в метр. Он развернулся в сторону Куяо, и на полотне проступила диаграмма в форме восьмиугольника. Старик ударил по свитку основной печатью заклинания, и от диаграммы разошлись тяжелые колебания. Едва Куяо ощутил их, как понял. Дела его плохи. Он указал на старика, и огненный водяной дракон извергнул поток алого пламени, мгновенно захлестнувший и старика Ма, и восьмиугольную диаграмму. У лысого мужчины и остальных появилась тревога на лицах, но они догадывались, свиток был вынут неспроста. И правда, старик Ма стоял посреди огненного моря, раскручивая свиток. Внезапно из него в вое бури вырвался столб белого ветра, охвативший старика кольцом в 30 метров, и море огня разлетелось в стороны. Затем из столба вылетела полоска серебряного света и метнулась Куяо мимо дракона. Старик Ма понимал, что, ранив хозяина, ослабит и зверя. Куяо усмехнулся и выпустил летающую саблю, сияющую алым светом. Она сместилась на перерез серебряной полосе, раздался ляск, и красный и серебряный свет переплелись в воздухе. В глазах Куяо блеснул холод. Он подбросил 2 красных флажка размером с дюйм, и после заклинания из них поднялись 2 колонны пламени, втянувшиеся в рог дракона. Над полем боя разрослось огромное огненное облако. «Вперед!» Куяо оборвал заклинание и выдохнул в дракона струю красной ци. Дракон взревел и метнулся в облако пламени. Облако побагровело, помутнело и почти сразу начало уменьшаться. Глаза Хань Ли снова засветились синим. Сквозь глаза духовного просвещения он видел, как дракон внутри облака неистово вдыхает огонь в себя. В мгновение ока облако было выпито дочисто. Дракон поднялся более чем на 30 метров. Голова его стала размером с небольшое здание. Зрелище ужасающее. Белый столб ветра тем временем смел море пламени, открыв старика Ма. Он лишь на миг взглянул на исполинского дракона, а затем подбросил свиток в воздух, и тот полосой радужного света исчез в вышине, будто пытаясь вырваться за пределы неба. Куяо ощутил над собой странные колебания духовной ци. Все небо озарилось угольками радужного света, сложившимися в гигантскую восьмиугольную диаграмму, и она начала падать вниз. Лицо Куяо переменилось. Дракон вскинул голову и выплюнул поток алого света в нижний край формации, но та лишь дрогнула и продолжила опускаться. С побледневшим лицом Куяо потер ладони и вскинул их вверх, выпустив в небо шквал огненных шаров размером с кулак, бесчисленных как метель. Сердце Хань Ли дрогнуло. Шквал был порожден не талисманами, а самой культивацией воина-заклинателя. Духовные техники Моулани далеко превосходили элементные искусства даосистов. Огненный дождь обрушился на край формации метеоритным потоком, но толку было немного. Диаграмма накрыла собой и Куяо, и его дракона. Теперь его никто не видел, лишь огромную диаграмму, медленно вращавшуюся вокруг. Старик Ма не проявил восторга. Он сел, скрестив ноги, и сложил руки в жест заклинания, а вокруг закружился мягкий шар света. Диаграмма слилась с радужным сиянием, издала раскаты грома и запульсировала вспышками. На лице морщинистого воина-заклинателя появилась тревога. Он повернулся к черной фигуре и осторожно спросил: «Господин Плач Небес, все ли в порядке с мудрецом Куяо?»
Если дело слишком опасно, мы можем не соблюдать уговор и просто вытащить его оттуда. Никто не ждал, что культиватор зарождающейся души здесь окажется владельцем такого редкого древнего сокровища. Черная фигура плавно рассмеялась. «Не тревожься о нем», — небрежно бросил он. «Восьмиугольная диаграмма и правда грозное древнее сокровище, но этот культиватор до сих пор не понял, как ею пользоваться. Он едва-едва управляет ею, вливая внутрь собственную духовную силу. Надолго господина Ку это не задержит. Такая техника формации пожирает уйму магической силы. Какая глупость!» В его голосе звенело презрение к культиваторам небесного южного региона. Впрочем, неудивительно, что в столь глухом краю мало кто знает, как обращаться с редкими древними сокровищами. Лысый мужчина и остальные испытывали разом радость и тревогу. Враг был заперт внутри восьмиугольной диаграммы, но старик Ма удерживал формацию с натужным лицом, а изнутри доносились странные звуки. А этот воин-заклинатель заблокировал ее изнутри. Собственные атаки и непрекращающиеся удары пламенного дракона выпивали духовную силу старика с пугающей скоростью. Битва будто затихла. Кроме глухих взрывов из недр диаграммы стояла тишина. Беспокойство культиваторов нарастало, и лишь Хань Ли сохранял спокойствие. За его спиной разочарованно щелкнула языком серебряная луна. «Похоже, господин Ма и правда переоценил свое сокровище. А ведь восьмиугольная диаграмма ничуть не слабее фиолетового облака». Хань Ли, не меняясь в лице, спросил ее мысленно. «Восьмиугольная диаграмма? Тебе знакомо это древнее сокровище?» «Конечно», — быстро отозвалась серебряная луна. «Это сокровище из глубокой древности. Правда, судя по всему, низкорангового уровня. Иначе этот воин-заклинатель уже был бы мертв, даже несмотря на то, что старик не умеет с ней обращаться. Будь она высокорангового уровня, она не жрала бы столько энергии». Хань Ли немного подумал и спросил. «Если даже низкоранговая диаграмма несет такую мощь, какова же тогда сила высокоранговой? И раз ты говоришь, что фиолетовое облако не слабее ее, значит, есть секретный метод, чтобы раскрыть всю его силу». Серебряная луна улыбнулась. «Фиолетовое облако не так уж сложно в использовании. Вам достаточно влить в него духовную силу и применять. Правда, придется еще попытаться заполучить нефритово-солнечный истинный огонь». Услышав это, Хань Ли замолчал. Он снова поднял взгляд к небу, нахмурился и подумал про себя. «Нехорошо». Воздух сотряс чудовищный взрыв, и восьмиугольная диаграмма исказилась, выпустив бесчисленные лучи красного света. Следом в углу формации прогремела еще череда взрывов. Наружу вырвался шар бушующего пламени, отлетел метров на 30, и внутри стало видно Куяо на спине дракона, съежившегося до 3 метров и заметно ослабевшего. Старик Ма смотрелся не лучше, лицо бледное, взгляд тусклый. И все же он стиснул зубы и махнул рукой. Диаграмма взмыла в небо и упала ему в руку, снова свернувшись в свиток. Увидев, во что превратился свиток, старик побледнел окончательно. Сокровище было изодрано настолько, что пользоваться им больше не получится. «Какая жалость!» – с сожалением протянула черная фигура. Если бы господин Куяо не спешил так вырваться на свободу, а использовал свою огненную духовную жизненную силу, чтобы тянуть время, этот культиватор исчерпал бы свою магическую силу и сам развеял бы формацию восьмиугольной диаграммы. Старик Ма спрятал изувеченный свиток в сумку и злобно уставился на Куяо. Тот презрительно фыркнул, и дракон под ним снова рванулся вперед по вспышке огненно-красного света. «Мудрец Куяо, остановись!» Внезапно крикнул морщинистый воин-заклинатель. Затем он повернулся к культиваторам небесного южного региона. «Как насчет того, чтобы закончить бой в ничью? Обе стороны почти исчерпали магические силы. Продолжать сейчас бессмысленно». Лысый мужчина переглянулся с Гушуанпу и кивнул. «Хорошо, закончим на этом». Старик Ма был не в восторге, но понимал, что продолжать бесполезно. Куяо тоже помрачнел и с неохотой отозвал дракона, вернувшись в строй. Но тут воин-заклинатель в черном и морщинистый старик о чем-то зашептались, и черная фигура поплыла к месту недавнего боя. Он презрительно оглядел культиваторов. «На этот раз выйду я, и скажу сразу, эта битва не кончится, пока один из нас не умрет.
Не думайте, что сумеете остановить ее на середине. Эти слова взбесили Гу Шуанпу и лысого мужчины, но принять вызов ни один не решился. Оба знали, что двое культиваторов зарождающейся души уже погибли от рук этого воина-заклинателя. «Позвольте мне попробовать сразиться с ним», – равнодушно произнес Хань Ли. Лысый мужчина моргнул, но внутренне вздохнул с облегчением. «О, господин Хань хочет выйти? Будьте осторожны. Если что-то пойдет не так, мы, разумеется, вытащим вас». Хань Ли улыбнулся и, окружив себя лазурным светом, метнулся в небо. Он завис напротив черной фигуры, заложив руки за спину. Черная фигура мельком глянула на него, и глаза ее из черных стали зелеными, на редкость зловещими. Хань Ли прищурился и спросил: «Ты демон или призрак?» «Считаешь, что я не человек?» – холодно усмехнулась черная фигура. В тот же миг черные нити ци обвили его тело, послышались призрачные вопли и порывы инского ветра. Хань Ли слегка вздохнул и спокойно сказал: «Сначала ты был человеком, а потом стал культивировать дао-демона или призрачное дао». «Хм, младший, ты слишком много болтаешь. Изучать меня дальше незачем. Ты скоро умрешь от моей руки. Не трать силы на слова». Сказав это, он позволил черной ци обрушиться на его тело, и та скрыла его почти целиком. «Играть с тобой я не намерен. Заберу твою жизнь прямо сейчас». Черная фигура рассмеялась и сложила руки в жест заклинания. Тело ее выросло до 6 метров, и сквозь вихрь инци проступали 2 рога и 2 клыка. Неудивительно, что многие считали его превращенной нежитью. Глаза Хань Ли вспыхнули синим, и завеса ци перестала быть преградой. «Что?» Хань Ли был по-настоящему потрясен. Демонический облик этого исполина был точно таким же, как у фантомов ученика архиепископа Шести Путей. «Ты как-то связан с архиепископом Шести Путей?» Огромный человек злобно ухмыльнулся. «Что еще за архиепископ Шести Путей? Не думай, что тебе удастся меня заболтать. Умри!» Он вскинул руку и метнул в Хань Ли темный предмет, который вспыхнул черным светом и исчез из виду. Лицо Хань Ли помрачнело. Он мгновенно сместился на 10 метров, и там, где он стоял, возник огромный призрачный коготь, будто материализовавшийся прямо из пустоты. «О!» Демоническая фигура удивленно вскрикнула, увидев свой промах. Хань Ли покосился на призрачный коготь и безразлично произнес: «Неплохо. Ты не культиватор призрачного дао, но раз ты культивируешь техники дьявольского дао, твои атаки похожи на призрачные. Если бы кто-то и вправду принял тебя за призрачного культиватора, он бы наверняка поплатился». Огромный демонический человек холодно смотрел, не двигаясь. Хань Ли нахмурился и снова сместился. Мгновение спустя в опустевшее место ударил второй призрачный коготь. После второго промаха огромный человек не выдержал. «Ты уклонился от 2 моих атак, значит, ты уже сталкивался с призрачными культиваторами». «Разумеется, иначе как бы я сумел уйти от твоих ударов?» — улыбнулся Хань Ли, говоря лишь половину правды. Похоже, противник ты опытный. Но что с того, что ты знаешь про мои техники дьявольского дао? Мощь моего дьявольского искусства небесной вспышки уничтожит тебя в одно мгновение». Он издал пронзительный свист, от которого, казалось, треснет камень, и лицо Хань Ли стало мрачным. Черная ци завращалась быстрее. Поднялась мощная волна дьявольской ци, и огромный человек выскользнул из нее прямо перед Хань Ли. Одно движение руки, и Хань Ли окружил шквал черно-зеленых когтей. Враг намеревался разорвать его на куски. Хань Ли вздохнул, но с места не сдвинулся. Он хлопнул в ладоши, и вокруг развернулась сеть золотой молнии. В небе прокатился гром, и когти обрушились на него. Обычное дьявольское искусство и правда побивалось молнией, но дьявольское искусство небесной вспышки обычным не было. Правда, противник явно знал о слабых местах дьявольских техник, и это тревожило исполина. Он решил покончить с ним быстрее. Но не успел он додумать эту мысль, как когти его раскалились, и пришла невообразимая боль. Золотая сеть прорвалась сквозь их хватку и пробивалась к нему самому. И тут в его сознании всплыла старая легенда. Когда-то мастер не раз предупреждал его о техниках, способных противостоять этому искусству. Но равных себе он прежде не встречал и попросту забыл о тех словах. «Золотая молния?
Быть не может. Но все сходится. Только не говорите мне. Лицо черной фигуры напряглось, и сердце ушло в пятки. Оставаться на пороге гибели он не собирался. Он завыл, и его исполинский рост съежился до размеров карлика. Так появилось время до удара сети. И выиграв эти мгновения, уменьшившееся тело внезапно рассыпалось на бесчисленные нити черного света, что разлетелись в разные стороны.